Ну, по отношению чакр я в себя, честно говоря, сегодня именно не визуализировал, я не видел. Но по поводу то, что я ощутил, то, что вот я знак этот увидел, который тебя описал и так далее, я сейчас борюсь на четвертый. На четвертый, чтобы выйти из четвертой. Это любовь и творчество. То есть меня кидает, вот как я тебе писал, два треугольника. То есть я вот между двумя треугольниками, между деньгами и любовью. То есть меня вот туда-туда кидает, как бы то есть мне, чтобы дальше, мне надо пробить вот четвертую. Я пока вот между третьим и четвертым прыгаю. И с третьей-то я как бы, ну, скажем так, 80% я прошел, 80% как бы третьей чакры. Но оно, конечно, дает напоминания, знания там, и про власть, и про деньги. Оно всегда вокруг крутится. И в четвертой оно про любовь не с точки зрения сейчас тела девушки, а про любовь к жизни, к самому себе, к ощущению, что у тебя есть шанс, ну, вылезти. У тебя есть шанс вылезти, возможность подняться, как сильно ты себя не закопал. Вот. И только через это ты можешь как бы двинуться. Ну, то есть это, в принципе, сделано правильно, но даже вот как нарисована вот эта чакры, 7, они, то есть даже порядок их нарисован правильно, вот так скажем. Потому что не пройдя там вот это, ты, даже если ты получишь там пятую, ты ее не поймешь. Ты как закрытыми глазами просто будешь. И с любовью, с творчеством это как раз вот идет, что... Ну, это любовь не только к себе, к окружающему миру, к обществу, к оценке того, что вокруг тебя вообще на сегодняшний день есть воздух, есть вода и солнце. И любить именно это, не любить вот там деньги, там еще что-то, да, а именно, что ты имеешь, как говорили, солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Вот, ценить то, что вот это ты имеешь, потому что, ну, то, что я вот вижу, да, периодически рассказываю, этого не видно. Ну, то есть это настолько будет потеряно в будущее, если, опять-таки, если все в руках общества. Если не изменить, то это да. Но если как бы, скажем так, это воплотить в реальность и изменить нас этой стадии общества, было бы, конечно, другое будущее. Но пока оно показывается вот так. И так как я его вижу и интерпретирую в своем внутреннем мире, что с точки зрения меня это не конец, ну, не конечный пункт этой жизни, а даже, скажем так, не дойдя там до 7-го верхнего там и так далее в этой жизни, то есть еще возможности, и мне их дадут и предоставят, если я не потеряю себя заново, вот так. И это все зависит как бы только от меня. И именно сейчас работа с самим собой, чтобы закрепить те уровни, до которых я дошел. Закрепить, чтобы не обнулиться вниз заново. Потому что, как я описываю всегда и сравниваю, подниматься в 2 раза дольше, чем опускаться. Ну, с точки зрения времени даже. Это дольше подниматься, это дольше с собой работать, чтобы не опять на это не напороться. И поэтому
Не хочу обратно так ковыляться, как говорится, медленно. Вот. Потом есть, как я у себя на рисунке нарисовал, есть человек, вот, я наверху нарисовал звезду, с правой стороны нарисовал солнце, а оно круглое, солнце, космос, а с левой стороны у меня ядро по диагонали. Не по диагонали, вру. Звезда, в общем, наверху и чуть-чуть правее солнца, чуть повыше правее. А ниже звезды человек, где происходит рождение, и вниз на Земле. И вниз идет энергия понижения. То есть вверх идет энергия повышения, а вниз идет энергия понижения от момента рождения. Белые дали рождение, и ты дальше делаешь сам свой путь. И вот у тебя, я просто на рисунке все нарисовал, по диагонали ты смотришь, есть справа солнце, а есть слева такое же круглое ядро, но это тьма. И оно тоже имеет форму, оно не, как сказать, это особенно в фильмах хорошо показывают, это как черное пятно, куда как пылесосом всасывает. Вот так. Типа черная дыра. Да, верно. Вот, это черная дыра, такая круглой формы, она всасывает очень сильно, причем она без разбора, там, белый, черный, какой ты вообще. Если ты соприкасаешься с этой частотой, тебя, какой бы ты там золотой не был, тебя тоже засосет. Вот, и здесь как раз и происходит момент самый важный, который я хочу здесь выделить, что когда мы с тобой говорили, что неравные силы, белые и черные, так и силы превышают на белых. Вопрос другой, что человечество само выбирает черное. Вот вся ситуация. Так значит, какая разница, что если больше белого, нежели черного, если человек все равно больше падки выбирать черное? Да, я к тому, что мы просто с тобой тогда, помню, рассуждали, что-то неравные силы, как так? А вот сейчас я просто так подумал, подожди, черное не может дать жизнь, дает жизнь только белое. И, соответственно, да, все люди, которые в этом мире родились, какими бы они ни родились, они только зародились за счет белых. Либо они уже были в аду просто. В аду, либо работали как я сказал, на энергию, чтобы питание, на топливо. Все. Они не были бы в теле. То есть им кто сейчас имеет тело, кому-то предпоследний шанс, кому-то еще возможности справиться. У всех разные жизненные опыты. То есть у всех разные ситуации, но суть в том, что изначально рождение задано белой энергией. И если бы даже было наравне, к примеру, 50 и 50, как мы с тобой тогда рассуждали, то была бы тогда ситуация вообще, половина Земли бы не было бы столько людей на Земле. Было бы витали какие-то бы черные энергии, маги там, знаешь, эти такие, которые не имеют тел, души, грязные. И не было бы столько тел. Но так как тела жизнь задает белая, поэтому что я для себя вынес, вывод, что белые преобладают, но портит сам себя человек. Сам себя человек. Подожди. Смотри. Какой смысл имеет, допустим, ты, как у меня сколько получилось, я купила, когда подобрала с улицы, я ей купила домик, он ей не понравился, купила второй, тоже не понравился, ей понравилась коробка по каких-то продуктах, то есть все, что создано для человека. Если белого больше, человек всегда выбирает черное,
То есть не имеет никакого смысла, что белого больше, если человек все равно падки, черный. Вот как я с этими домиками для кошки, я их просто раздарила, потому что, ну, моей кошке это не нравилось. Ей было нужна коробка. Я понял, я тебе отвечу. Так как на сегодняшний день, на сегодняшний момент рождение людей продолжается, оно сокращается, ты замечаешь статистику, оно сокращается, Да. но оно продолжается, оно не сократилось под нулям. То есть Но поэтому она сократится еще больше, сказала. оно сократится. Ну да, но с точки зрения сегодняшнего дня, сегодняшнего момента, белая энергия дает жизнь до сих пор. Она кидает, ну, грубо выражаясь, как бы кидает тела, дает как бы душу телу, типа, ну, может, еще, давайте, я вас верю, ну, давайте. А люди выходят, тело получают, растворяются в черном, растворяются. И я просто примерно там в процентном соотношении дали там 2 миллиона людей, да, из 2 миллионов людей там 1 990 000 ушло в черное, да, осталось там белого столько. Он опять кидает 2 миллиона, он опять... И вот с точки зрения изначального пропорциональности развития рода людей на Земле, оно задано белой энергетикой. То, что оно сейчас перегибает и уходит больше в черную на Земле, да, то есть происходит как? Я говорю, он кидает, дает рождение, тут сразу тело, люди свое сразу губят, убивают, там, кто что делает. И остается даже мало белых примеров. А на кого равняться-то? Ну, равняться-то не на кого. То есть люди видят все черное, все негативное, там, тут, здесь, и в какой стране бы ни находился. И белые пытаются все-таки из последних сил, из последних возможностей, из последнего, что они имеют, все равно выпускают как бы тела, дают им жизнь. Потому что, ну, на другом месте сказали, так, ничего не работает, все плохо, все вы портите, не буду ничего больше делать. Нет, это же можно было и так по факту сделать. Но это же так не происходит. То есть дается шанс до последнего. И почему происходит уничтожение, перерождение должно произойти? Да потому что никто не понимает вот этот круговорот, как происходит, из-за чего тебе дается жизнь. И когда только не сократив численность Земли, когда люди такие, а 200 лет назад людей больше на Земле было, а что такое случилось? Типа, ну, то есть вот так. То есть человек должен через боль понять. Пока тебе не больно, ты не понимаешь. Ну, это нормальная человеческая как бы структура. И когда человек через боль это понимает, проживает, видит, как говорится, и смерть, и разруху, и все прочее, он только тогда начнет там какие-то извилины в голове возникать. И когда тогда вот извилины в голове будут возникать, тела не будут пачками штамповаться, как сейчас. Нет. Тела будут индивидуально, под особым контролем в тот момент выходить. По заслугам. Только заслуженно. Если не заслужил, ты не получишь тело. Значит, надо продолжать моей кошке покупать вот эти вот домики и в ожидании, что через какие-то там лет она все-таки в какой-то этот домик поселится и оставит свою грязную коробку. Я не понял пример просто с кошкой. Я про людей, ты про кошек. Ну да, потому что, то есть они продолжают это самое, этих людей бросать в ожидании, что кому-то когда-то это дойдет. Не, знаешь, я поясню, что почему ну, такой выброс идет тел. Вера, что, во-первых, люди проснутся, а вторая важная вера, что, возможно, кто-то в виде Иисуса возьмет на себя такую ответственность. Да.
Или страдания дадут какие-то такие, что люди поменяют свое мнение. Да, то есть это сделано так, если этот человек появится и потянет за собой, да, то есть он не просто, а публично это все потянет. А тем более в наше время там с такими интернетами и все прочее, ты как бы там, ну, сейчас подумаешь, это как бы, да. Вот. И либо если этого не происходит, это последний шанс. Это один из вариантов, который может вот, избежать такой смерти, скажем так. И если такого не происходит, ну, то вот происходит через боль, через уничтожение, через смерть, где следующее получение тела только по заслугам. То есть тело выдаваться просто так не будет. Если ты отработал в жизни, достиг какого-то этапа, ты не, как сказать, не используешь жизнь просто так, ты получишь это тело. Если будет видно, что ты использовал это тело там сколько-то лет жизни просто так, в своих интересах, корыстных, некорыстных, ты не будешь получать тело. Ты будешь крутиться там в отработке чисто под топливо, вот так скажем. Теперь скажи мне, допустим, я умираю здесь, в Гондурасе. Для меня есть пирамиды там и в Гондурасе, и в Гватемале, и в Донецке. А что случается для тех людей, которые умирают в России, где никаких пирамид нет? Или в Европе? Пирамида – это один из источников, но это не единственный источник. Если говорить про именно Россию, то в России есть земля. Есть земля, и она святая. Ну, святая, как по-разному можно сказать, святая земля. Ну, про Байкал говорят. Да, то есть там есть определенные куски земли, они очень священные. И когда люди там тоже про Россию говорят, ой, тут такое место, как бы что-то я вообще как бы себя чувствую не так, как там в другом месте. Они есть в России, но они малоизвестны, скажем так. Они малоизвестны, они не сильно распространены. А это даже не может быть достопримечательностью, это может быть просто обычное поле. Ты даже не будешь понимать, что это. И они есть, они там присутствуют, они просто сильно никак не афишируются, нигде не кричатся об этом. Но работа душ, она происходит везде. Ну, то есть без разницы, где там человек умер, где родился и так далее. То есть она происходит везде, и я пока не нашел ответа, где человек рождается и почему он там рождается. Ну, то есть он умирает, к примеру, рождается на другой земле, к примеру, да. Вот как эта взаимосвязь работает, я пока не увидел, не понял. Теперь следующий вопрос. Где ты находишься сейчас вот в твоей отработке? Где, в смысле, где? Не понял. Ну, ты говорил, что если ты, например, там 10 метров тебя закопал под землей. Все, понял. Как это правильно сказать? По пояс в говне. Вот. Типа, да, я вытащил туловище, я вижу свет, я вижу лучи. Почему я не вижу все полностью, картинка не вся визуализируется и открывается мне? Потому что часть нижнего туловища, она как бы, еще грязная, скажем так, она грязная. Вот. И если говорить по колено, там еще, вот от колена там до этого, она еще тянет вниз. Не, она еще тянет вниз. Вот с колена и ниже она еще тянет вниз. То есть по пояс она грязная, а от колена до этого она еще тянет вниз. Вот так. А это зависит как-то от местонахождения? Вот, например, ты бы так бы себя ощущал в Гватемале, а если бы сейчас бы тебя в России, как бы ты себя ощущал? По колено или по пояс? Или вообще по горло? Ну, прежде чем вообще в Россию возвращаться, это нужно подготовиться. Но если даже брать нестандартный форс-мажор, то
в России... Не, в моменте приезда, конечно, я бы ощущал таким, каким я улетел. То есть это не меняется структура. Но Серьезно? Ты думаешь, что ты бы сейчас бы вернулся таким же, как ты улетал? Нет, смотри, я вот физически я сейчас, вот как я описал, в таком состоянии лечу в Россию, к примеру, да? Да. Как мое тело, конечно, в самолете в момент перемещения оно будет таким же, каким я лечу. Ну, то есть там время, сутки, двое, там особой роли не сыграет. Но в момент именно нахождения в самой России, там градус начнет меняться. И градус начнет меняться, потому что чтобы закрепить то, что я описал, в какой ситуации сейчас, нужно практиковать больше. То есть нужно практиковать больше, потому что энергетика витает очень сильная, отрицательная. Если ты выходишь на улицу, ты получаешь негативную энергетику. Даже если ты будешь не общаться, то ты будешь молча ходить по улице, она все равно витает. Она витает, и чтобы это на тебе не зависало, заходя домой. Вот ты прошел по улице до магазина и обратно. В магазине там купил, там пару слов сказал, не знаю, там продавщица что-то тебя дернула, что-то, может, обозвала, к примеру. И чтобы это на тебе не зависало, ты грязь не заносил с собой, тебе нужно больше практиковать, потому что там просто физически вокруг этого больше. Но если закрепить материал полноценно и вот то, что я сказал, по пояс грязное, а по колено там еще тянет вниз, сделать полностью чистым себя до ног, то это будет легче. Это будет легче, и оно не будет так цеплять. То есть оно не будет так цеплять, потому что цепляет то, что, вот я как сказал, старое по колено все-таки тянет. Вот когда тебя ничего не тянет, тебя не цепляет. А когда тебя что-то до сих пор тянет, конечно, тебя будет это цеплять, потому что оно соприкасается на чистоте. И пока ощущение вот того, что меня как бы полностью вниз не тянет, нет такого. Вот когда ощущение такое придет, оно будет легче воспроизводиться в России и реагироваться. То есть оно не будет никаких реакций давать, и оно будет вообще, ну, так нейтрально, знаешь, так, окей, ну ладно, пошел. И никак себя не понес отрицательную энергетику, ты просто, окей, ничем как бы не зацепило, не удивило, никак вообще не отреагировал, без эмоций. А когда сейчас, если это рассматривать, то оно сначала будешь терпеть, ну, месяц ты потерпишь, окей, там, ну, месяц ты практику еще второй месяц поделаешь, окей. Но потом начнется так, через 2-3 месяца, что ты будешь видеть это на постоянке вокруг, и ты будешь начинать входить в это общество, скажем так. Ну, то есть ты начнешь входить в это общество, потому что все на русском общаются, все ля-ля тополя, и ты начнешь входить в это в это сообщество коммуникации. Потому что, как я описал здесь, если я вижу коммуникацию, я вижу, какую коммуникацию этот разговор может принести, я отказываюсь от этой коммуникации, не вхожу в ее диалог, то там ты будешь входить в этот диалог, там, начиная от родственников и заканчивая там какими-то знакомыми, а потом и по работе, а потом и третье, потом с соседями, ну и пошло. Вот. И максимально, что в этом формате это можно избежать, это можно поехать в какой-то загород, да, в деревню, и в таком формате определенное время находиться. Ну, это как вариант, да. Для стабилизации своего внутреннего «я». Вот. Так, теперь, значит, ты сказал, что нужно больше практиковать. Что значит больше практиковать? Больше практиковать ты можешь делать... не обязательно делать йогу, не обязательно там бегать, плавать или так далее. Это каждый должен подобрать самостоятельно. То есть
Вот для чтобы себя, для тебя. Что понять. тебе нужно делать? Если говорить про меня, то мне нужно практиковать дыхательную практику, зарядку утреннюю мне нужно делать. Она может быть в разной форме, либо в упражнениях, либо в дыхательной йоге, либо в другой йоге, в упражнениях там, которые упражнением делают просто растяжку и так далее. Так как тело первое просыпается после сна, оно пробуждается, то есть это нужно для пробуждения тела, вот так. А потом дыхательная практика, она мне дает пробуждение внутренности своей, души, можно сказать. И когда я ее делаю, пробуждаю, когда задерживаю дыхание там, и так далее, то я пробудил себя полностью. То есть и тело, как зарядку сделал, и внутренность, душу разбудил. И в этот момент как раз можно медитировать в течение определенного времени. Оно по-разному. Очень большую роль, конечно, тут играет сон. И если нормализовать сон, особенно в моей ситуации, это они, вот сны, которые я рассказывал, они более художественные, большие, они более детальные, они не разрываются быстро, не стираются быстро, и ты видишь в них ответы сам. То есть ты видишь и понимаешь, к чему, зачем, почему. Когда я недосып, плохо спал, поздно лег, сны либо обрываются, либо быстро стираются, и, ты ничего не понимаешь, что было, как было, зачем было. Это ты стираешь сам себе подсказки, по факту. Вот. И нормализовав это мне самому себе, даст больше ответов. А почему ты сегодня лег так поздно спать? Потому что я писал письмо по работе, претензию, а потом одно, потом второе, и потом вообще стало поздно. То есть ты дал предпочтение эту, нежели то, что ты говоришь? Нет, противоречит насчет, что тебе нужна больше практика, но приоритеты у тебя совсем другие. Нет, предпочтение я дал то, что я как-то этот момент упустил и про него забыл. Он у меня был в планах сделать, но что-то там одно, второе, третье, все сдвинулось. И сдвинулось это на ночь, а сроки как бы там горят, вот так. Потому что сейчас там первый день после праздников, а потом опять праздники, и это надо в первый день было пустить, и поэтому, я сел, да, хотя я хотел спать, но я сел, говорю, надо сделать. Вот, как-то так. Если ты понял, что тебе нужно больше практики, то сделай себе тогда приоритет, усилия, установки, чтобы выйти на этот уровень практик, чтобы оторваться от земли, которая тебя тянет. Оторваться от земли. Что ты говоришь по колено в грязи? По колено в грязи. Время, оно имеет тоже свой фактор. Потому что это не только тебя притягивает по грязи, но это тоже большая затрата энергии. И временно держать, то есть во времени вот это вот удлинять держание себя вот в таком вот виде, это очень затратное дело. Если ты для себя уже выявил, что ты находишься по колено в грязи, что тебе нужно больше практик, но так надо направить все усилия, чтобы это сделать в самом коротком времени возможным, чтобы не затрачивать столько энергии, чтобы вот грязь, чтобы выйти из этого болота, на котором ты еще по колено стоишь. Угу. Потому что в чем может быть загвоздка? Если ты это растянешь на слишком много времени, то, как ты говоришь, можно застрять,
Вот человек упал 10 метров, 5 поднялся и там застрял. От чего зависит это застревание? Трата времени и энергии, что это было не целенаправленно. А так, когда могу, когда не могу. И поэтому люди остаются как бы в зависании, потому что устаешь. Это не может быть слишком долго. И обстоятельства тоже меняются. Если ты, например, допустим, поедешь в Мексико-Сити, а там окажется ситуация еще хуже, чем то, которая сейчас у тебя. То есть это нужно двойную энергию потребить, чтобы не упасть. Поэтому так важно как можно быстрее тебя оторвать вот эту вот грязь из-под колен. Ну да. А то, что ты рассказал про эти чакры, знаешь, что ты только что рассказал, профессор Дмитрий? Что я рассказал? Это есть такая книга, да, она называется «Книга смерти». Я не читал эту книгу. Я тоже не читала эту книгу, потому что говорят, что она очень сложная, и всем она дана вообще. Чтобы ее можно читать. В этой книге смерти именно объясняется вот этот вот процесс, который ты только что объяснил. Что проходит вот эта вот душа, когда покидает свое тело, какие этапы она проходит. Только что тебе это дали, показали. И это сделали для чего-то. Эта книга не дается всем. То есть ты ее можешь прочитать, но ничего не понять. Эта книга смерти, она существовала всегда. Ее нету автора, кто бы ее написал. О ней просто известно, что когда есть такая книга, которая называется «Книга смерти». «Libro de la muerte». Книга смерти. Там все вот эти вот мистерии насчет, что случается с человеком, когда он покидает свое тело. Подумай, зачем тебе это показали? Код, шифр, код. Код, шифр. Да. Но это для чего-то сделали. Теперь еще один вопрос. Вот когда эта звезда дала тебе эту энергию, ты это почувствовал? Ну, я, наверное, я не знаю, я просто я вот этот момент не остро помню, ну, потому что я, говорю, плохо спал, ну, мало спал. Я потом хотел заснуть, но я не заснул. И получается, то ли я смотрел как зеркало это, то ли оно... Ну, и именно я, вот проснувшись, что я сейчас, вау, что-то там почувствовал, прям такого ощущения не было, потому что было сонное состояние. В плане того, что потом пошел, поделал там упражнения, дыхательную практику, что-то как бы начал видеть, ну, может соприкоснуться с этим тоже, со сном. Вот. Еще вот у меня часто возникает, вот где с правой стороны, я даже нарисовал себе на рисунке такой, можно сказать, знак, не знаю, можно сказать, что-то имеет. Если два пальца будешь держать с правой руки, и эти два пальца, ну, остальные пальцы сгибаешь, два пальца как бы вытягиваешь, это указательный и средний, и прикладываешь к шее справа, ну, где лимфоузлы, вот где посередине, в общем. Вот. И у меня постоянно какое-то видение на вот это, что я прикладываю вот к этому месту два пальца. И что оно значит, я пока не понял. Но это значит, что там какая-то есть энергия, это уже относится к какому-то колдовству. Таким образом можно что-то сделать. Это у тебя уже просыпается вот то, что ты раньше умел делать. Но это колдовство какое-то. Потому что на физическом уровне там ничего нет. Кроме вот этих вот лимфоузлов.
Если их нужно стимулировать для чего-то, это уже другой вопрос. Не, я как раз и почувствовал, что вот какая-то энергия, и вот эти два пальца, они задают источник этой энергии вот так как-то оттуда. Ну, то есть, поясню, то есть, чтобы задать энергию, особенно внутреннюю свою энергию, чтобы ты мог ей управлять, помимо того, что узнать, где источник этой энергии, там, к примеру, говоря, там, ладонь, это и так далее, ты должен понимать, как раскодировать, ну, то есть кодировка, да, вот как я сейчас про коды рассказывал, то есть на каждой этой стоит код, и ты должен знать шифр этого кода, потому что, ну, на сегодняшний день, да, я там не знаю шифр кода, там, нажми 357-775, да, и оно заработает, то есть стоит каждый шифр, чтобы ты, ну, случайно, там, не случайно кого-то там не поубивал, либо там не заколдовал. И этот шифр-код, когда узнаешь по факту, то он уже позволяет вот понимать, потому что это сейчас просто знаки, но от знака идет дальше. То есть я считаю, что вот это просто знак, а идет дальше. От знака дальше надо просто эту тему углублять. Ну, я сейчас положила эти пакты, я это прямо увидела до того, как ты сказал, что с этим делать. Я знаю, что туда врачи кладут именно вот туда пальцы тоже, и это они понимают, если человек, биение сердца у человека. Ну, как пульс проверяют, да, пульс. Да, как пульс проверяют. Потому что там есть прямая связь сердца. Так что все рассказал. Ну ладно, профессор Дмитрий, вы прям вообще такая редкая. Вот, я тебе рисунок скинул, и я увидел на этом рисунке этот... видишь песочные часы? Сейчас, подожди. Да. Вот. Сначала у тебя у человека первые песочные часы, где он наверху, либо потом, как песок, он спускается вниз, потом обратно поднимается, потом его опять, ну, как я тебя сейчас описывал. А что это вот эти звезды, которые вот на кончиках этих треугольников? Ну, это я просто так отметил звездочку посередине. Вот. И вот получается, то есть человек поднимается, и если он не закрепился, то вот его, как с зыбучей пески, обратно тянет, и он проваливается. Ну, не быстро, а вот так медленно. Бэнкс. Опять в этот треугольник нижний. И потом он переходит, допустим, на следующий уровень, 3-й, 4-й, к примеру говоря. Он опять на 4-й карабкается, ну, вот как в моей ситуации я описываю. 4-й джиг, а там, я тебе говорю, по колено как бы тянет. И там тянет. Ну, то есть вот через это отверстие, песочных часов тянет назад. И потом 3-й ты то же самое проходишь, самый заключительный 4-й этап. То есть ты открываешь вот это некое открытие связи, и ты получаешь, да, то есть ты получаешь, но там тоже есть но. Не все такое, я открылся, давайте, качайте в меня. То есть... Ты там зависаешь навсегда. Нет, там есть но. Вот та линия, которую я тебе прочертил, видишь, между ними, тын-тын-тын-тын-тын-тын. Да-да-да. Ты можешь скатиться по этой линии быстро вниз. Это обнуление. То есть, если ты нарушишь все... Ну, то есть, ты проходишь первый этап, ты закрепил материал. Проходишь второй этап, закрепил материал. 3-й, то есть, ты закрепил материал. На 4-м этапе ты вообще никаких ошибок не должен создавать, чтобы не... Как бы ты получил 5 по 3 классам. На 4-м классе все.
экзамен, и если ты попадаешь на том, что ты проваливаешь экзамен 3-го либо 2-го класса на 4-м этапе, находящемся, вот как ты это про этого описывал, как ты называл этого? Лалай-Кама, как его? Ага, Далай-лама. Далай-Лама, вот, это про него пример. И вот он на 4-м этапе сидит, он такой, а он сделал ошибку там, ну, я сейчас не буду вдаваться в конкретику, там, 2-го либо 3-го уровня. И он скатывается вот туда, на 2-й уровень, и в следующий, ну, или на 1-й, я к примеру просто говорю, и в следующей жизни, отработав, если ему дадут тело, тут вопрос другой, либо он работает определенный момент без тела, чтобы заслужить тело, он заслуживает тело, но он получает ту точку, на которой, ну, как мы и говорим, где ты провалился, того и получаешь. Но он получает вот как раз с точки зрения чакры, я просто описываю, вот ту ношу, на которой он как бы споткнулся. И пока он в этой ноше в следующей жизни не выйдет вот по такой же ветке наверх, он будет с этой чакры как бы в следующей жизни колесить. То же самое у меня в моей ситуации. Я вот в моей ситуации там страсть, я несколько жизней колешу, да, там в этой как бы чакре, скажем так, да. И пока я из этой чакры не выхожу, следующий экзамен не сдаю, чтобы так, все, я экзамен сдал там 2-го этапа, пустите, пожалуйста, в 3-й. Да окей. Они как бы, если я в действительности сдал и проверен был, пустят меня. Но если ты сделаешь ошибку того экзамена, который ты сдал, ты махом падаешь. Ну, то есть падение в 2 раза быстрее, чем подъем. Это всегда так, в принципе. То есть, поднявшись на 4-й, и люди думают, что сейчас они поднимутся на 4-й, будут там вот в позу треугольника сядут и будут получать только энергию. Я думаю, что Далай-лама упал специально, потому что он понял, что он где-то не доработал. То вот ты говоришь, ты прыгал на этих нижних чакрах, и доработаешь ли ты или не доработаешь, чтобы вот не случилось опять какой-то срыв? Нет, я сразу скажу, когда человек задает вопрос гаранта, нет, вообще это не про это. Здесь нельзя задавать «дай мне гарантии». То есть я отработал, дай мне в ответ. Тебе никто это не даст. И требовать это не рекомендую. В любой ситуации, в которой, если ты идешь по духовному пути, ты не должен требовать ничего в ответ. Я ничего не требую, я ничего не жду. Я не требую каких-то сроков, да, когда это будет, а покажите мне и так далее. Самое главное это. То есть не ожидать того, что ты типа заслужил либо не заслужил. Когда ты зациклен на этом, то оно не приходит, оно работает по-другому. Ты просто делаешь то, что должен делать, не ожидая ничего в ответ, и тогда ты получаешь кусочками, то есть тебя это проверяет. То есть действительно, если ты заслужил это получить, тебе дают. Если ты хочешь типа какое-то бизнес-партнерство заключить, я вам, вы мне, нет, здесь не про это. И большинство, когда людей рассматривают это как некое бизнес-партнерство, я вам там время выделил, я вам там кучу всего как бы показал, там рассказал, что я знаю, дайте мне теперь в ответ, то тебе не в ответ не дают, ты требуешь, а требовать нельзя. Поэтому... Дима, как ты думаешь, вот теперь зная это, где ты провалился, кто точно? Ну, вот удовольствие есть, вот удовольствие, радость, кайф, вот он. Нет, ну по идее, ты прошел. То есть на какой чакре, на какой высоте с тобой это случилось? На какой высоте, где я упал, откуда ты имеешь в виду? Вообще давным-давно? Ну, да, вообще. Вообще давным-давно Да. я имел коннект на верхний. Но не озвучивал это. В смысле? Не поняла. Ты имеешь в виду, на какой чакре в давнейшей жизни, там, когда я был магом, где я был? Ты про это спрашиваешь?
Я дошел до последней. Но не открывал это публично. Я типа на шестерке был, ну вот на шестерке говорил. Ну да, я там это могу, на том. Я не открывал публично седьмой, и на седьмом вероятность того, что я специально даже не открывал на седьмой. Объясни. Потому что когда ты имеешь связь с Богом, и когда ты играешь с магией, ты думаешь, что через магию ты сейчас Бога обманешь. Да, такое может быть. И когда ты думаешь, я сейчас тут все обману, я ж тут супермаг, и займу его место. Вот так. И чтобы, ну, с точки зрения занять его место, это же не надо озвучивать, что ты с ним общаешься. Логично? А почему ты думаешь, что ты это не озвучивал? Ну, не в публичном формате, в смысле, там на узком уровне. Почему ты так думаешь? Почему? Потому что... Кого ты хотел обмануть? Тут не обман, нет. Тут вопрос власти. То есть я прилетел назад, вот во второй, в третий. Я и прилетел, где власть... Почему именно туда? Почему ты не опустился чуть ниже? Почему до самой последней? Здоровье. Не, вот если даже там с учителем поговоришь, видишь, я по старости умирал, я не умирал там какой-то этот. То есть, если мы... Я говорю про чакры, я говорю про... Я про чакры говорю. Я смотрю вот на чакру. Первое, Мудалахара, здоровье, безопасность. Ну, первое, да? Вот. Надпочечники. Ну, я же по старости умирал? По старости. Значит, с первой чакрой нормально? Нормально. Потом вторую чакру вот смотрим. Удовольствие, радость. Я кайфовал, ну, страстью занимался. Но я говорю, я завис, где вторая. То есть я прыгал 2-3, 3-2, 3-2, 2-3, вот так. И в этой жизни, то есть я и на тройку, ну да, деньги есть, власть есть, возможность есть, как бы воля есть, ну да. Я на тройке, Я не говорю про это, я говорю изначально. Вот когда ты упал к седьмой чакре, почему ты опустился до самой... К седьмой чакре не падают, седьмую чакру достигают. Ну хорошо. Шестой. Почему ты не упал на четвертую? Почему тебе надо было упасть в самую? А я тебе же только что сказал. Когда ты нарушаешь экзамен 2 класса, ты возвращаешься второй. Без разницы, что ты учился в 5, 6, 7. А ты думаешь, что ты именно там, что ли, как бы нам... Да, захват власти. Когда ты чувствуешь энергию, силу и власть, ты хочешь сам быть Богом. Да. И поэтому тебя обнуляют до того момента, который ты не усвоил урок. В каком классе не усвоил? В этом. Ну, все, иди туда. Ничего себе. Это так работает. То есть тебя не будут на класс пониже понижать. Нифига, не так. Если ты на чем-то другом, тебя моментально и в первый могут отправить. Ух ты. Я же тебе до этого сказал. Поднимаешься 1 шаг, а падаешь сразу 3 шага вниз. Угу. А как ты думаешь, вот этот вот Саша, он самый длинный человек вообще на Земле, куда он упал? Ну, то, что он описал сейчас, он со здоровьем вопрос решал. Нет, он решал со здоровьем, это у него диабет. Диабет – это ярость. Это злость. То есть он неконтролированно. И ему это дали как диабет. Причем очень-очень он был на последней стадии.
Ну, вот сейчас, как он описывает, по крайней мере, что он озвучивает, он где-то находится на 5. Вот так. Ага, точно. Он где-то на 5. Потому что, ну, с его слов опять, с его информации, которую он озвучил. Ну да, в принципе, добавить нечего. Угу. А упал, то есть поднимался он откуда? Смотри, тут по-разному может быть. Душа живет несколько жизней. Соответственно, не 1, 2, не 10, не 20, там 30, 40, 50. К примеру, первые десяток жизней я там нахожусь на уровне 6, в 7, ладно, 7. Меня опускают, к примеру говоря, во 2. Обнуляем. Я дохожу там через 5 жизней до 5 уровня, опять ошибку делаю, меня опять обнуляют до 2. Понимаешь? То есть я могу ходить там, доходить до какого-то и обнуляться опять, доходить и обнуляться. Я могу не всегда до 7 доходить, я могу до 5 дойти, опять обнулиться, до 6 дойти, опять обнулиться могу. То есть это по кругу вот так хождение идет. И это надо знать просто помнить все свои жизни, чтобы разобрать, вот на каких уровнях и сколько раз я так падал. То есть я, возможно, доходил опять там, до 5, до 6, а потом опять проваливался, понимаешь? Просто это надо смотреть прошлой жизни и сравнивать. Слушай, ну это так мало. Это круговорот. Я на такую игру не запитывалась. Но ты до сих пор живешь с требованием. У тебя есть требование, и оно слышно. Я его слышу. Ты требуешь что-то в ответ. Так не работает. Ну, я требую прямой дороги, а они как бы туда-сюда, как пинбол. Ну, когда ты примешь то, что ты не будешь требовать, увидишь больше. Меня аж все опустили. Все, желание пропало, пойду я съем шоколадку. Не, мороженка. Это мороженка, двоих шоколад. Теперь можно пойти мороженку съесть. Ничего себе. Я думала, это дорога прямолинейная. Не. Вот это новость. И ты будешь крутиться по кругу. И даже Лазарев, который рассказывает, он, в принципе, Да. Он очень много помнит, он очень много знает. Он это знает. Он много раз вот так поднимался. Он поднимается, падал. Он поднимался, падал. Поэтому он конструктивно все это говорит. Мне его методология нравится, как он говорит, да, он там, возможно, как бы чернит, да, и он там отрицательная энергия в нем есть, но вот как он рассуждает методологию, вот, которую да, классно он рассказывает. Расскажи, что он говорит? Я его давно не смотрел. Я просто говорю, в тот момент, когда я в Сальвадоре был, я его постоянно смотрел, а сейчас я его давно не смотрел. Но просто он мне зашел тем, что это видно, что человек не начитанный, это видно, что он это знает. Вот так. Угу. Это он не прочитал, ему не кто-то сказал, это у него внутри. И когда он это говорит, он это говорит из прошлых жизней, прожитых, прочувствованных собой. Где-то обожженных, где-то он с точки зрения... Он говорит еще с точки зрения практики. Вот по нему я вижу, вот он говорит практику, свою практику. И это видно и по глазам, и по всему это видно. И когда он это рассказывает, я его внимательно слушаю. То есть у меня внимание сразу на нем заточено, потому что я ощущаю, что это практик, и это интересно рассказывать. А когда я слышу, там кто-то читает теорию, что-то так. И сразу мой слух даже пропадает с точки зрения услышать что-то. Он такой, так это ж ты поначитался где-то и все. И
Ну, я давно не смотрел, поэтому сказать ничего не могу. Просто он затрагивал такие темы, которые, ну, прям меня там частотой ловили. Какие? Да я не помню сейчас, это надо просто пересматривать. Но он же был распутен. А суть не в этом. Ты понимаешь, Я да? понимаю, понимаешь, суть не в том, кем он был, суть его дороги. Да-да-да, я имею в виду, что ты понимаешь, что Распутин, у него была такая же проблема. Ну, Это было понимаю. плохо. Ну, понимаю. Ну, понимаешь, что он рассказывает практику? Да, абсолютно. Ну, Поэтому я его так боюсь. Поэтому за счет... Я хорошо вибрирую на практиках, на йога вот этого, потому что я слышу его внутреннюю вот эту черноту. На него я вибрирую хорошо. Я Ну, его не люблю. потому что оно вибрирует со мной. Ну, я тоже там был, я это не отрицаю. И там вот так, как я рассказывал, то, что тянет там. Поэтому на мне эта вибрация хорошо ловится. М. Да, потому что этого йога не мое. И когда они говорят, я такой... Мне особо даже... Он может там... У него там, не знаю, 15 минут, к примеру, говорю, видос. Мне там 2 минуты послушать, я понял, на что он тянет, все. Все понял, услышал. Я понял, про что остальные там 10 минут будет. И когда он рассказывает с точки зрения... Ну, я сейчас про йога. С точки зрения своей практики, даже сегодняшнего дня. То есть он сейчас меняет свое чуть-чуть видение. Это видно по нему, чувствуется. И он такое это преподносит. Но мне не нравится. Вообще, если говорить про изменение самого себя, немаловажный фактор не только сон играет, а коммуникация, общение. Как ты вибрируешь в общении. То есть это не просто то, что ты не негативишь и не вспыльчивый. Нет. Это с точки зрения фраз. Это внутреннее состояние тоже. Нет, это фраз. Если человек матерится, это уже кардинальный минус. Этот йог матерится. И неплохо Да, я матерится. знаю, поэтому мне очень не Вот. И если он употребляет такие фразы, какие-то, типа, понтануться, скажем так, перед народом, это тоже слышно, видно. И это вибрирует. То есть это тебя не очищает в тот момент. Это ты себе как бы чистку не даешь. То есть если ты хочешь кардинально там очиститься, там подняться выше, Ну, он зарабатывает деньги. то ты должен не просто рассказывать свои знания, практику, но ты должен сам меняться не просто йоговской практикой, а манерой общения. Манера общения у него осталась босяцкая, каким он был. Вот так. Босяцкая, когда он пьянствовал, курил и так далее. Манера общения вот у него такая. Он уже не должен такую манеру общения издавать. Если ты хочешь подняться на другой уровень, ты не должен на таком формате чистоты издавать свои слова. Ты должен изменить манеру общения. Ты должен использовать другие фразы. Если где-то негативные, и синонимы подбирать. Если где-то матерные, опять синонимы подбирать, чтобы это не было в таком формате высказано. Слова издают вибрацию, любые слова, и они задают негативный тон. Так делаешь? Но я стараюсь над этим работать. Я не скажу, что я от этого очистился, нет. Это тяжелый труд. Это очень тяжелый труд. Я не хочу жить вечно, только боюсь умирать. Знаю, что все конечно, но не могу не кричать. Я не хочу все знать, но у меня есть цель. И мне нужно понять,